Наше путешествие началось в 7 утра, когда мы впервые выехали с острова и, наконец, проехали по одному из двух мостов Пенанга. Протяженность моста 13,5 километров. Он был построен в 1985 году, и это первый мост острова. Второй длиннее 24 километра. Он самый длинный в Малайзии и в Юго-Восточной Азии и был открыт в 2014 году. Стоимость проезда по мосту в сторону острова составляет 5 рингит. Карту для оплаты проезда купили на пропускном пункте. Там же или на заправках можно ее пополнить. Дорога в город Ипох очень живописна. Все время хотелось снимать и фотографировать. Ипох – это столица соседнего с Пенангом штата Пирак. Дорога туда занимает 2,5 часа. Проходит легко, поскольку скоростная, примерно каждые 60 километров есть зоны отдыха с магазинами, туалетами, кафе. К слову, платные дороги в Малайзии строят с середины 60-х годов. В Малайзии скоростной режим привычный нам. В городах 50-70 км в час, за городом 90, по трассе 110. Камеры на трассах установлены, а вот в городе не видели, но говорят тоже есть. Но соблюдать скоростной режим важно, поскольку на дорогах много водителей мопедов. Их уважают, и они равноправные участники движения. И неважно, где ты едешь, в маленьком или большом городе, на трассе или обычной дороге, они есть везде. Поэтому важно быть предельно осторожным и соблюдать правила, и все это понимают. В целом Малайзия – страна велосипедистов и мотоциклистов, не пешеходов точно. Стоимость проезда до Ипоха обошлась нам 18 рингит. И вообще дорог и платных парковок много, но цены совсем невысокие. Парковки обычно стоят 2 или 4 рингита в час, а вот штрафы высокие. За превышение скорости придется заплатить 150 рингит, и неважно какое превышение. Также штрафуют за разговоры по мобильному за рулем, за непристегнутый ремень, неправильную парковку и так далее. Бензин стоит 2,2 рингита, дизельный дороже. Что интересно, на всех заправках стоимость одинаковая. Ну вот, едем по городу Ипох. Город нам показался таким же большим и колоритным, как Пенанг, но менее современным.
Итак, мы заехали в город Ипох, остановились в кафе позавтракать. Кафе какое-то прям супер-пупер. Здесь входит в топ-5 кафе Малайзии. Здесь очередь на вход, длинная очередь, но они интересно так записывают, сколько человек, и ты придумываешь себе четырехзначный номер, они его записывают, и дальше просто ходит человек, который зовет людей, называя их номер, когда освобождается столик. Кто-то, не дождавшись, уезжает, он их вычеркивает, ходит, зовет дальше. Ну, вот так вот мы сидим, чтобы не потерять нашу очередь, и ждем. Дальше позавтракаем, поедем в Гуа-Турунг, это знаменитые пещеры. Они в окрестностях Ипохи, то есть не в самом городе. Погуляем по пещерам и снова приедем в город, в центр города, где мы переночуем. И завтра едем в Куала-Лумпур. Вот такое у нас путешествие. Ипох очень интересный город, как мы читали. Недооцененный город Малайзии с точки зрения туристов. Славится, опять же, своей кухней. Они с Пенангом спорят, у кого кухня лучше и вкуснее. В Ипохе, как пишут, создали знаменитый white coffee, который очень любят в Малайзии. И вот есть места, которые прям славятся своим white coffee. Это одно из них. Здесь кругом говорят про кофе. И вот столько людей хотят позавтракать в этом заведении. Вот этот человек ходит и зовет всех, до кого очередь доходит. Бай-бай. Кто-то не дождался. Такое интересное заведение. Но судя по тому, сколько людей вычеркиваются, я предполагаю, что в принципе мы достаточно быстро должны достать своей очереди. Сначала было озвучено что-то около часа, но по факту, наверное, будет меньше. Я очень на это надеюсь, потому что время ограничено. Еще хочется хорошо погулять по пещерам и, собственно, по самому городу Ипох. Ну что, путешествие продолжается.